Друзья, всем привет! Вот и наступил уже новый сезон в PvP режиме. Ребят, я вам показал все 140 каток, которые я провел в прошлом, в 22-м сезоне PvP режима. Награды наконец-то уже пришли, они шли не так быстро, как хотелось, но наконец-то они есть. Давайте отправимся в сам PvP режим и посмотрим, какое место я занимал в прошлом сезоне. Ну и, соответственно, потом мы откроем награды, которые пришли, и посмотрим, насколько все круто по осколкам мне выпало. Ну и настоятельная просьба, ребят, поставить лайк этому видосу, потому что очень много интересного я сегодня расскажу, а также подписаться на канал, потому что уже совсем скоро будут новые видосы по новому обновлению. Это действительно будет очень и очень круто, ребят. Но мы пока ждем обновления, давайте взглянем на то, что какое место же все-таки я занимаю. Ребят, 5-е место я занимаю по факту, да, но смотрите, у нас есть 2 человека, это 4-е, 6-е место, это игроки с клана МИД. Я уже неоднократно говорил, что они либо читера, либо они очень сильно прокачаны, ребят, но у них такое же самое количество побед, как и у меня. В принципе, мой винрейт в прошлом сезоне составлял, если я не ошибаюсь, 86%. У меня получилось собрать за сезон, ребят, вы только вдумайтесь, 4050 кристаллов. Это очень много. Ну и моя награда за 5-е место, это 50 осколков, скин тени на 14 дней и бронзовая рамка. Вот, в принципе, как-то так. Пока у нас новый сезон, ребят, начался. Я занимаю 176 место, но еще не сыграл 3-й день ПВП. Пока мой винрейт составляет 95, одно поражение у меня уже есть. Я не думаю, что оно так и останется, но, тем не менее, это очень и очень интересно. Итак, награды, друзья, уже пришли. Давайте посмотрим, что же там пишут. Так, уважаемый лучник, поздравляем вас с достижением рейтинга 5 в сезоне 22. Вот награды, заберите их. Уже начался новый сезон, желаю вам в нем удачи и новых наград. Ну, круто, круто, смотрите, мне тут самое главное, чтобы с этих 50 осколков выпали осколки тени, осколки Анира, потому что, ну, вот это мне самое большее надо. Анир я играю им в PvP режиме, в PvE режиме я играю тенью. Ну что ж, давайте заберем и посмотрим, что же по факту нам нападало. Так, скин тени мы забираем однозначно на 14 дней. И давайте смотреть на осколки. Вау, ребят, смотрите, мне падает 7 осколков тени, 7 осколков Анира, и еще и 8 осколков Хеликса. Но это, наверное, самое большее, что мне надо. А также, смотрите, какая-то шмотка нарисована. Но мне кажется, что это все-таки, скорее всего, просто баганулая игра. Но я на 100% уверен, что там все равно присутствуют какие-то осколки. Жаль, конечно, не взглянуть, какие они, но тем не менее, вот смотрите, когда я нажимаю на осколки тени, они сразу показываются, что это тень. Но когда я нажимаю на вот эту шмотку, не показано. Ну что ж, награда действительно, ребят, очень и очень крутая. Я рад, что наконец-то мне повезло с дропом, и мне выпало 7 осколков тени. Ну, а теперь, друзья, я хотел бы поговорить с вами о топ-персонаже для игры в PvP режим. Я сейчас раздену полностью персонажа и начнем с вами беседу о том, что я считаю, кого, вернее, я считаю лучше всем персонажем для PvP режима. Я провел 140 каток, ребят, показал вам все эти катки, и я надеюсь, что это для вас было очень полезно, как и для меня, что я смогу сделать некий топ. Итак, я предлагаю начинать, и топ-1 персонаж для PvP режима, ребят, я считаю, что это все-таки Анир. Ну, во-первых, им намного проще играть, чем другими персонажами. Он очень сильный, у него атака светом. А самое, что крутое, это если его снаряд попадает, ну, например, в какую-то стенку, да, или в какое-то препятствие, то свет отражается и может попасть по противнику. Таким образом, Анир, ну, как по мне, самый крутой персонаж для игры в PvP режим. Также его на самом деле легко собрать, потому что в лабиринте можно доставать камни души и покупать, соответственно, осколки Анира. Так что, ребят, пользуйтесь, играйте им. Сейчас он у меня на 5-й звезде. Я уже вот жду, когда его перевести на 6-ю. Следующий персонаж, которого бы я хотел отметить, и это наверняка топ-2, ребят, это Лина. Лина очень крутая. Во-первых, то, что у нее клоны, свои собственные клоны, да, появляются. И при этом всем они еще и замораживают противников. Больше всего я проигрывал именно Линам в прошлом PvP сезоне. И смотрите, ну, действительно очень крутая, но я вам так скажу, ей надо попадать уметь, это факт. И, ребят, второе,
Ее очень долго собирать. Осколки Лины падают крайне редко. Из-за этого наверняка вот все-таки она будет занимать второе место. На следующее, третье место я бы отнес сразу двух персонажей. И первым персонажем является Таранис. Таранис самая легкая собираемая карта. Одна из таких, как там Атрей, Фарен и так далее. Но самое интересное, что Таранис бьет разрядом. И причем, если ваш противник подходит очень близко к стенкам, разряд может отбиваться от стен и бить противника. Тем более на каких-то там, по-моему, на 6-й звезде разряд бьет то ли двойной силой, то ли на 10% сильнее. И в один ряд с Таранисом я бы поставил Бонни. Бонни очень сильный противник. Я часто тоже довольно-таки проигрываю таким персонажем. И в чем разница между Бонни и Линой? Это то, что у Лины клоны бьют, еще и замораживают, да, а у Бонни такого нет. Но, ребят, у Бонни на 3-й звезде прокачки появляется такая навык, что Бонни может призвать двоих клонов сразу. Соответственно, спаун клонов у Бонни намного больше, чем у Лины, из-за этого Бонни может выигрывать. Так что, ребят, это топ-3 вместе на уровне с Таранисом. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим про топ-4, куда я отнес также двоих персонажей. И первый персонаж, который относится к топ-4, ребят, это Райан. Райан очень крутой, он раньше был довольно-таки играбельный, и много кто из противников, из моих знакомых играли этим персонажем. Все из-за того, что у Райана есть вторая жизнь. Это часто демотивирует противников, когда ты вроде добиваешь, которые не умеют играть, не знают, да, и сразу он возрождается. И также я отнесу сюда Хеликса, ребят. Вы видели все на протяжении 140 каток, как меня Хеликсы чуть ли не выигрывали, потому что тупо подбегали в упор, били в меня, ребят, с косой, да, и такие криты просто бешеные, дикие вылетали, что просто аж страшно становилось. Так что возьмите во внимание, что Хеликс тоже довольно-таки играбельный персонаж. Ну что ж, по персонажам вроде поговорили, всех остальных героев, я думаю, что не стоит брать во внимание, потому что вот этих проще всего собрать и играть. Теперь я хотел бы с вами поговорить про снаряжение и сказать, во-первых, что является самым лучшим. Вот вы видите, у меня очень много снаряжения собрано до древнелегендарного состояния, и если сейчас как бы луком можно играть, косой также, менее играбельные это демонический меч Град, посох и копье, ну а самое более играбельное, ребят, это все-таки бумеранг. Обязательно используйте бумеранг, даже если он у вас только фиолетового цвета, будет немножко ниже статы, но тем не менее вы будете играть на уровне. Следующее, о чем бы хотел я поговорить, это броня. Ребят, у меня, вот вы видите, ряд из 4 броней есть. Это ловкость, плащ призраков, яркая мантия и темная мантия. Я предпочитаю играть все-таки с темной мантией, потому что, во-первых, она дает плюс 7% к жизни, плюс защита от урона сзади. Например, когда у вас летит бумеранг, он же возвращается и бьет, и на 22% урон будет проходить меньше. Ну и плюс наносящий урон тьмой по врагам тоже увеличиваются. Так что это такая крутая мантия, тем более она мне дала, вы видели, сейчас 14 тысяч хп. Это действительно очень-очень много. Что касается колец, друзья. Кольца, да, БК, кольца самые топовые. Я использую только их, потому что они дают плюс 10% защиты. Есть же кольца такие, как Льва, да, которые дают атаку, крит, но я все-таки предпочитаю играть на защиту, потому что в ПВП защита играет очень большую роль. Так что используйте эти кольца. Следующее, о чем бы я хотел поговорить, это, ребят, браслет. Есть такие крутые браслеты, как браслет заморозки, да, который дает 15% крит урона. Но я все-таки предпочитаю использовать браслет быстрой стрельбы, либо же браслет неуязвимости. Во-первых, он дает очень большую атаку, ребят. И смотрите, вот сейчас я на себя его одену, и вы увидите, на какое количество повышается атака. На 3000 повышается атака. Браслет вот такой вот я использую. По питомцам вообще нет никакого смысла их одевать. Я их даже не использую прохождение обычных глав, потому что, ну, в принципе, очень редко использую. Не считаю, что они нужны вообще. И следующее, это медальон. Я предпочитаю пронзающий медальон. Вы можете взять абсолютно любой, который вам дает больше всего хп. Ну и последнее, о чем стоит поговорить, это, ребят, о книге. Книгу также надо использовать самую крутую, которая у вас есть. На мой взгляд, все равно является самой крутой книгой это
книга совы, она дает плюс 7% здоровья. Давайте оденем, и вы видите, что плюс 7000 хп я еще получаю. Ну что ж, вы видите, что мы собрали весь сет, которым я ходил в PvP режим, и вы также видите, насколько крутой персонаж становится, когда у вас одето все древнее легендарное. На таких статах я ходил в этот PvP режим. Я надеюсь, что дальше буду тоже выигрывать очень много каток. И также, ребята, я надеюсь, что для вас эта информация была очень полезна. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх. Это действительно очень сильно мотивирует. Ну а вам, ребят, конечно же, в будущем в PvP режиме удачи, прокачаться быстрее. Еще маленькая такая тема, что скоро появится новая градация в оружиях. Так что ждите, скоро ролики про обнову. Вам всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.